Здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте система водяного охлаждения Deepcool LT720. Признаки неисправности: трещит во время работы. Будем разбирать, снимать подошву, смотреть, почему трещит. Для начала сняли кожух помпы. Вот так она выглядит без кожуха. Подключили к компьютеру. Надеюсь, через камеру будет слышно характерный стрекочущий звук. Будем разбирать, смотреть. Для начала открутим все винты на подошве и снимем подошву. Вот она. Вытаскиваем резинку уплотнительную. Не очень она поддается, но все так же ничего не видно. В том числе и саму помпу тоже не видно. Вот подошва Deepcool LT720. Сняв крепление на сокет, обнаруживаются два винта. Вот здесь и вот здесь под гарантийным стикером. Их тоже откручиваем. Можно снять кожух помпы. На магнитах по периметру. Чтобы снять помпу, необходимо открутить все вот эти винты по периметру. Откручиваем. Все винты откручены. Снимаем внутреннюю часть помпы. И вот как выглядит помпа внутри. Что же здесь могло стучать? Есть какая-то царапина. Снимаем крыльчатку. Она держится на магните. Проверяем на инородные предметы. Стружку или еще что. Как выглядит крыльчатка. Шток в порядке. Выработок на нем никаких нет. На штоке есть колечко. Вот такое. Возможно, оно и является причиной шума. Установил это зеленое кольцо другой стороной. И устанавливаю на место крыльчатку. Теперь крутится без посторонних шумов. Будем собирать. Устанавливаем резиновую прокладку. Далее прикручиваем помпу. Прикрутили, далее установим распределительную прокладку.
Прокладка установлена. Время установить подошву, не забыв при этом прокладку. Резиновые прокладки со временем дубеют, поэтому рекомендую смазать их. Например, силиконовой смазкой, и потом хорошенько протереть. Хорошенько протягиваем всю подошву. После частичной сборки осталось дозаправить систему и подключить ее для проверки. Откручиваем крышку заправочного отверстия. Заливаем хладагент. И в случае хладагентом выступает и как Реофойл. Подключили помпу к компьютеру, долили воды. Сейчас будем пробовать первый запуск. Как можете слышать, помпа уже не издает характерных звуков. И с каждой секунды становится все тише и тише. Выгнали из системы весь воздух. Установили на процессор i7 14700KF. Как можете слышать, не шумит. Ремонт успешный.